Всем привет, меня зовут Catfish Studio, и перед вами пятая серия рубрики «Путь новичка» в CarX Drift Racing 2. В прошлой серии мы поняли, на каких конфигах наш автомобиль может, а на каких нет, и давайте ставить цели на сегодняшнюю серию. Повысить уровень, чтобы открыть новые тачки, узнать, что такое сетевая игра и с чем ее едят, получить новый бесплатный автомобиль, на котором мы также сможем нырнуть в парный дрифт, и, конечно же, нафармить серебро и золото. Недавно вышло обновление, и, как всегда, мы не забываем собирать наградки за уделенные неудобства от разрабов. Они нам всегда пригодятся. Сегодня мы не будем ездить на супер держаковых покрышках и показывать скорость и все в этом духе. Сегодня мы ставим самые скользкие покрышки, чтобы у нас была маленькая скорость и огромный угол. Нам некуда спешить, так сказать. В игре есть режим игры, который называется сетевая игра. Данный режим игры подразумевает под собой сражение на очки DP дрифта с другими игроками. И здесь вы не сможете найти какой-то скиллухи или же красивой парной езды. Здесь, можно сказать, все просто дурачатся. Ярик! Сетевая игра устроена таким образом. Есть вот такие типа ранги, которые называются дивизионы, и переходя в каждый последующий, вы будете получать определенные награды, которые нам как раз таки нужны от этого сетевого режима. В каждом дивизионе можно увидеть игроков, которые там состоят, и количество кубков, набранных ими в этом режиме игры. Слева, вот здесь, есть, так сказать, мини-профиль, где вы можете посмотреть, сколько заездов вы сделали и сколько процент побед у вас имеется. Здесь также постоянно меняются треки, потому что если бы вы играли постоянно на одном, то вам бы наверняка надоело, и вы бы сказали: как мы видим, за разные дивизионы, соответственно, разные награды, и они достаточно неплохие. В сетевой игре можно нафармить прям очень много золота и серебра, а также получить то, зачем мы сюда как раз пришли. Это хороший автомобиль Nissan Silvia S13. В игре это Wellington. В прошлой серии многие из вас уже догадались до этого. Да, красавцы, ребят, но некоторые писали про какой-то маслокар, но я даже сейчас не понимаю, что это за машина такая. Если вы можете, то объясните в комментариях, братва. Как вы могли заметить, заезды в сетевой игре требуют бензина, который можно и лучше потратить на события в игре. Но сетевая игра — это такая штука, которую вы один раз пройдете, то есть соберете все награды и больше там не будете появляться. Потому что я считаю, что этот режим для людей, которые не особо хотят повышать свой скилл в игре и чисто играют по рофлу. Ну чё, давайте приступать. Выглядит сетевой заезд вот таким образом. Вы едете против чувака, и чтобы выиграть здесь, вам нужно набрать очков дрифта DP больше, чем ваш соперник. А чтобы это сделать, вам придется ездить на стрит-колесах, потому что очки дают за большой угол и скорость, а на этих покрышках как раз таки в большом угле скорость не убавляется. Также недавно ввели очень крутую по мне штуку, которая уже тренирует игроков в сетевом режиме и готовит к парному дрифту. Игра предлагает подъезжать к сопернику поближе, а именно к его призраку, потому что вы с ним не сможете столкнуться и получите дополнительные очки дрифта DP, которые вам засчитаются на финише или когда вы отъедете от вашего оппонента далеко. По мне, это прям очень круто, разрабы молодцы, прям вот... Пацаны вообще, ребята. Таким вот простым образом мы просто катаемся в CarX Drift Racing 2 под музычку, я не знаю, чисто проводим время по кайфу, так как в сетевом режиме достаточно сложно, как по мне, проиграть, если вы имеете неплохой скилл в парном дрифте и вообще шарите за всю эту тему. Да не, я не про него, я про дрифт. В сетевом режиме также можно получить не только награды за переходы в дивизионы, но и опыт с серебром. Когда вы заканчиваете заезд, вам дают немалое, как по мне, количество серебра, а учитывая, сколько вы времени тратите, на сам заезд, что вы едете на обоссанных дешевых покрышках, которые вы вообще не стираете, то это прям вообще неплохой способ фарма серебришки. Уровень здесь тоже повышается на раз, два, три. Руки шире, жопу шире. За заезд вы получите 25 очков опыта. Это прям вообще вау по мне. В общем говоря, катаемся, фармим серебро, уровень, получаем награды за переходы в новые дивизионы, получаем награды за повышение уровня аккаунта. Короче говоря, прокачиваемся до того момента, пока не получим нужную нам награду. Кстати, в сетевой игре мне очень нравится то, что здесь можно встретить вообще разных людей. Именно меня веселит то, как тачки раскрашивают челики. Можно встретить вот таких вот порно-актеров, так сказать, которые походу спешат мимо Питера на съемке, либо тонировать
тонированных челиков, которые на заниженных тачках из-за тонировки даже не видят, куда едут по ходу. В общем говоря, прикольные типы тут встречаются время от времени. Ну что ж, настал тот важный момент, когда данный заезд станет для меня последним в сетевой игре, потому что сейчас мы будем забирать ту самую красивую и неповторимую сливу тринашку. Ура! Мы перешли в Эксперт Дивизион 1, и нам дали то самое, зачем мы сюда и заходили. Бежим собирать награды за ачивки и любоваться этим произведением искусства. Вот она, наконец. Сразу же ставим на нее максимальную прокачку Pro Drift 3, не жалея серебра и золота. Залетаем с двух ног в мастерскую и берем настройку CarX Tutorials. Не забываем проверить ее, стоит ли тут максимальный выворот и выкручен ли двигатель. Да, все в порядке. Сразу же ставим широкий какой-нибудь обвес на сливу нашу и убираем этот убогий спойлер. Ставим минималистический и красивый. Не забываем про диски. Красим нашу кроху по полной. Она у нас будет такой вот оранжевой, как солнышко светится. В этот раз даже суппорта и пружины покрасим. Тачка-то все-таки то, что надо прям. Конечно же, не забываем про нашу фирменную наклейку призрака. Ну, потому что она вообще стоит по халяве, да и дизайна придает, что ли, такого. Нацепим еще вот этого кента сюда, чтобы все видели сразу. Едет колхозник в оранжевом цвете. Все. Такая вот машина у нас получилась, и давайте делать выводы. Сетевая игра дает нам много золота, также она дает нам бесплатную крутую машину, помогает фармить серебро и, конечно же, веселит нас людьми, которые там ездят и красят свои тачки. В следующей серии мы будем испытывать нашу сливу тринашку в более таких жестких условиях, а именно мы поедем турниры топ-32 в парном дрифте, из чего и сможем вынести вердикт данному автомобилю. Всем спасибо за просмотр, братва, если понравился видос, ставьте лайк под роликом. Лупите в колокол, потому что без него можете новый видос пропустить или стрим, к примеру. Комментируйте видео. Всех люблю, ценю. Прощаюсь с вами на этом. Пока-пока.